Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на канале «Творчество для всей семьи». У меня в руках бычок, символ Нового года. Подвеска или магнит? Бык или корова? Решайте сами. Для работы понадобятся различные стеки, у меня старый маникюрный набор, зубочистки, различные палочки, скалка, вода, плотный картон, у меня серый, он не размокает и не деформируется при сушке, акриловые краски, самозастывающая масса DAS терракотового цвета. Сначала я сделала несколько набросков, затем нарисовала эскиз. Вырезаю шаблон, вы найдете его в ссылке под этим видео. Затем переношу его на картон. Раскатываю DAS довольно тонко, примерно 2-3 мм. Я делаю магнитик, и он не должен быть тяжелым. Кстати, массу DAS можно заменить любым другим подобным материалом, таким как холодный фарфор или соленое тесто. Слегка увлажняю картон водой. Вода работает как клей, и заворачиваю картон в массу. Тыльную сторону также покрываю тонким слоем массы. Раскатываю и вырезаю мордочку бычка. Разглаживаю края. В этой работе главное не использовать очень много воды, только самые кончики пальцев. Для лучшей сцепки процарапываю слегка поверхности и приклеиваю с помощью очень небольшого количества воды. Стеком продавливаю небольшие углубления в ушках бычка. На рогах создаю текстуру при помощи зубочистки, чтобы они выглядели интереснее. Продавливаю ноздри толстой палочкой, можно карандашом, и рисую рот при помощи зубочистки. Продавливаю зубочисткой контур для глаз. Из двух крошечных кусочков массы скатываю шарики. Это зрачки. Кусочка массы делаю ему чубчик кудрявый при помощи палочки. Лучше всего подойдет сломанный карандаш без грифеля, просто не было под рукой. Реснички продавливаю. Точно так же можно это сделать при помощи обычной зубочистки.
Теперь я сделаю ему цветочек. У меня нашлась вот такая силиконовая формочка. Есть, в принципе, цветочек можно было и нарисовать, и слепить тоже. Раскатываю стебелек. И леплю листик. Теперь, если мы решаем, что это подвеска, шилом прокалываем дырку вверху головы бычка. Но я делаю магнит. Теперь решаем, бык или корова. Вообще-то символ года бык. И я прокалываю шилом внизу. Продолжаю превращать корову в быка. Из кусочков массы скатываю две каплевидные формы, соединяю их между собой. Прокалываю дырочку для веревки. Эта масса очень быстро сохнет на воздухе, поэтому закрываем ее герметично для дальнейшего хранения. Заготовка высохла очень быстро, за 5-6 часов. Теперь приступаю к окраске. Окрашиваю круглой плоской кистью. Набираю небольшое количество белой краски, окрашиваю фактически сухой кистью. Легкими постукивающими движениями кисточки окрашиваю выступающие поверхности. Я делаю небольшие точки таким образом, чтобы фон оставался виден. Все углубления окрашиваю темно-коричневой краской. Глаза закрашиваю белой краской. Белым грунтую цветок. Черной краской окрашиваю зрачки. Оттеняю все выступающие поверхности при помощи очень мокрой кисти и небольшого количества коричневой краски. Периодически окунаю кисточку в воду и как бы размываю. Хорошо растушевываю тени при помощи воды. Наношу белые блики при помощи зубочистки.
рога также темно-коричневой краской. Цветок можно окрасить в любой цвет, но мне кажется, что бирюза очень хорошо смотрится на фоне терракота. Позолачиваю рога. Это также можно сделать при помощи небольшого кусочка кухонной губки. Получился не очень тяжелый, но у меня не нашлось большого магнита, поэтому приклеиваю сразу 3. Покрываю акриловым лаком. А теперь последний штрих. Символ Нового года готов. Надеюсь, что вам понравилось это видео, и мне не нужно напоминать, чтобы вы поставили лайк или подписались на мой канал. Напишите, пожалуйста, какими самозатвердевающими массами в лепке пользуетесь вы. Знакомы ли вы с массой DAS и продается ли она в вашем регионе? Увидимся!